Всем привет! Судя по количеству просмотров на шорте, данный девайс все-таки вас действительно интересует, поэтому я решил запилить на него небольшой обзор. Итак, сегодня у нас на обзоре Aldezyra HD FPV VRX. Да, с неймингом в последнее время у всех, я смотрю, проблемы, и Aldezyra решили не выделяться. Кстати, некоторые обратили внимание, как здесь на ютубе, так и у меня в телеграм-канале, что данное стекло уже достаточно сильно замызгано, и явно я им пользовался уже не первый месяц. Нет, это не так, на шорте действительно была первая распаковка, я просто перед этим открыл коробку, чтобы убедиться, что там не лежит какая-нибудь половинка кирпича, действительно мне прислали то, что я заказывал, и поэтому, да, именно в таком виде он приезжает сразу с завода. Настолько сильно замызганная его защитная пленка, что на этом обращают внимание. И если вначале я отмечал всем просто, что это транспортировочная пленка, но не проверял самостоятельно, то потом я немножко испугался, решил проверить, и да, действительно, в уголке вот здесь я начал ее чуть-чуть отклеивать, действительно, транспортировочная пленка, то есть экран под ней все-таки должен быть целым. Ну окей, то, что он настолько сильно замызган с завода, меня несколько смущает, но тем не менее, вот он доехал, вот он у меня на столе, я имел возможность им немножко попользоваться, и давайте смотреть, что же он из себя представляет. Это мониторчик, который предназначен для того, чтобы принимать и записывать аналоговый цифровой видеосигнал. Цифровой видеосигнал, естественно, только от Aldezyra. И на этом, в общем-то, наверное, его функции основные заканчиваются. Вместе с ним приезжает в комплекте у нас наклеечки. Великолепно. Вместе с ним у нас приезжает краткая инструкция по применению и защитная пленка. Также вместе с ним в комплекте приезжает два стрепа, и для чего они, я покажу вам чуть-чуть попозже. Что у нас есть на лицевой стороне? На лицевой стороне у нас есть 4 кнопки. На боковых сторонах у нас есть слот для SD-карты, USB Type-C, HDMI выход. На другой стороне у нас есть DC для 2S, 5S батареек, видео in, аудио out и кнопка и переключатель включения. Почему у нас есть DC 2, 5S? Потому что данное устройство не оснащено никаким аккумулятором. Да, для того, чтобы вам включить, вам потребуется подсоединить к нему батарейку. Соответственно, от 2S до 5S. Давайте это и сделаем. Вот у меня есть 4S батарейка Леонка. И как раз для этого и предназначены стрепы, которые вы можете просунуть в данные ушки. То есть каким-то вот таким вот образом вы их просовываете и можете здесь закрепить батарейку. Крепить на данный момент батарейку мы, наверное, не будем. Подключим его так, но смысл, я думаю, вы поняли. Итак, мы его включаем. Переводим переключатель в положение включено. И вот это его основной интерфейс. На данный момент у меня здесь уже стоит камера, которая просто вещает на первом канале. При этом успели обратить внимание, не успели. Вот он пишет R1 аналог. То есть мы принимаем на первом канале аналоговый видеосигнал. Автоматически пошла запись. Здесь он нам показывает информацию по нашей батарейке. Распознал, что это 4S. 3,7 на ячейку. Да, это Леонка находится в сторидже. Ну, для того, чтобы принимать сигнал получше, мы, естественно, можем накрутить антенны. При этом, обратите внимание, здесь две антенны. И правая, по-моему, насколько я помню, предназначена для приема сигнала только Aldezyra, а левая это смешанная. Она принимает как Aldezyra, так и аналоговый видеосигнал. Накрутил антенну лучше не стало, поскольку передатчик у меня находится здесь примерно в 10 сантиметрах от приемника. Поэтому никакой разницы нет. Что еще про него я хочу сказать? Если вы включились и не знаете, на каком канале у вас вещает передатчик, никакого поиска каналов у вас здесь нет. Для того, чтобы найти канал, вы будете вот... это я переключаю яркость. Кстати, да, давайте яркость увеличим по максимуму. Единственное из настроек, которые вы можете делать через него, это уменьшить или увеличить яркость подсветки. Вот я ее увеличил по максимуму. Не знаю, стало ли вам лучше видно или нет. Для поиска канала вы зажимаете кнопку Function и начинаете тыкать кнопки. Вот у вас вы меняете бенды. Вернемся снова на бенд R. Вот мы переключились на R1. Какое-то время он ищет, находит, после чего начинает нам показывать картинку. Из хорошего, если на том самом R1 начнет сейчас вещать Aldezyra, а аналог выключится, он автоматически сменит приемник. То есть он начнет принимать сигнал с Aldezyra. Поменять сами каналы вы можете просто вот этими стрелочками. То есть вот нажали R2, вот R3, R4, R5, R6, R7, R8 и снова R1. Да, какая-то задержка есть. При этом запись останавливается, должна останавливаться, когда пропадает сигнал. Не всегда она это делает, но тем не менее
Это так. Вентилятор шумит достаточно заметно. То есть, вот я сейчас нахожусь в достаточно тихом помещении, и вентилятор слышу очень хорошо. При этом я его относительно недавно включил, он еще не успел бы нагреться ничего, просто вентилятор у него изначально начинает орать на полную мощность, наверное. Что еще про него могу сказать? Как я не помню, уже говорил или нет, мы можем записывать DVR, что мы сейчас, в принципе, и делаем, но посмотреть на этом устройстве мы его никак не можем. Это меня очень сильно смущает, поскольку, например, основное предназначение такого девайса я, например, вижу для себя. Вот я лечу где-то какую-то гонку, у меня летит мой соперник, я включаю запись его канала, мы пролетели, после чего я открываю DVR и смотрю, как мой соперник проходил тот или иной элемент. Прямо вот сразу в онлайне. Здесь же нет, я это сделать не могу, то есть я должен его выключить, вынуть флешку, воткнуть ее в компьютер, посмотреть там, и только тогда я смогу увидеть, что же происходило во время этой гонки. Не очень быстро, не очень оперативно и, может быть, не всегда удобно. Еще один момент. DVR-ки записываются в формате TS. То есть, это, с одной стороны, конечно, хорошо. Если мы внезапно выключим питание, DVR-ка у нас остановится примерно на том месте, где мы питание выключили. То есть, файл поврежден не будет. С другой стороны, формат TS не всеми видеопроигрывателями поддерживается, в том числе и не всеми видеоредакторами поддерживается. Если вы планируете как-то потом эти файлы редактировать и обрабатывать, вам, возможно, придется ставить дополнительные кодеки. Тоже это следует учитывать. И еще по поводу DVR. В конце 2024 года данное устройство поддерживает SD-карты только 32 и 64 гигабайта. Больше он вам при всем вашем желании поддерживать не будет, поэтому можете не тыкать туда 128 гигов, рассчитывая, что у вас будет большая куча DVR-ок. Нет, 64 это максимум, что вы можете в него воткнуть. Не уверен, что в 2024 году 64 это оптимальный размер. Но, окей, наверное, Альдезира виднее. Итак, что еще у нас по нему есть? Естественно, вы можете его поставить на какой-то стенд, поднять его повыше при необходимости или вести какую-нибудь трансляцию. Вы можете подать к нему видеосигнал через AV-вход. Тоже, наверное, хорошо и удобно. И вы можете вывести с него изображение, как мы уже видели, по HDMI на какой-нибудь большой монитор. Это однозначно хорошо, но тем не менее для устройства за $175 это, мне кажется, маловато. Тот же самый какой-нибудь китайский вот этот девайс за $20 умеет примерно то же самое. То есть, единственное, что вот конкретно эта модель не пишет вся DVR, хотя она уже на самом деле для этого заточена, здесь в корпусе есть. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, стоит 20 или $25. Относительно размер дисплея не настолько сильно уж и меньше, при этом стоит меньше на порядок. Ну, такой себе. Ну, и, наверное, уже можно сразу подводить некоторые итоги. Лично мое мнение по данному девайсу, и, возможно, я в данный момент буду стрелять себе сам в колено, потому что этот девайс меня хотели купить, но, тем не менее, я скажу честно, что я про него думаю. Купил бы я его еще раз, если бы вот уже с ним был знаком? Наверное, нет. Почему? Потому что в текущем виде, когда он не позволяет проигрывать DVR-ки, он практически для меня становится бесполезен. Да, посмотреть, как кто-то летает другой, я могу. Но у меня не так много знакомых летает на HDZero, чтобы мне это было нужно. А посмотреть, как кто-то летает другой на аналоге, вот, пожалуйста, устройство гораздо дешевле и с тем же самым функционалом. Да, DVR-ки он запишет, я их могу потом посмотреть, но я хочу их посмотреть прямо сейчас, например. Отсутствие встроенного аккумулятора, я не знаю, чем было обусловлено. Снижением веса, снижением издержек, еще чем-либо. Но, тем не менее, отсутствие внутреннего аккумулятора и вот настолько странный вариант крепления данного аккумулятора меня тоже очень сильно смущает. Окей, мы можем попробовать взять вот какой-нибудь вот такой аккумулятор, то есть он здесь, наверное, будет размещаться более компактно и выдавать те же самые 3000 махов, но тем не менее все равно какой-нибудь встроенный аккумулятор для того, чтобы я мог его включить не под... Куда у меня пропала картинка? У меня нажались кнопки, пока я его переворачивал. Для того, чтобы его включить, пока мы где-то там чего-то настраиваемся, было бы вообще идеально. То есть, вообще идеальный вариант – небольшой внутренний аккумулятор, возможность подключения внешнего или питания от USB. Кстати, от USB он не питается, если что. Питается он только от аккумулятора, поэтому, извините. В целом, да, экран хороший, картинка достаточно четкая. Аналоговые DVR-ки пишут с апскейлом до 720p, но это все маловато для того, чтобы оправдать его стоимость $175. Да, если бы он стоил в пределах $100, как стоят, например, какие-нибудь мониторчики от Skyzone или, в общем-то, от ближайших конкурентов, это было бы объяснимо. $175 за устройство, которое не дает нам практически ничего нового, на мой взгляд, дороговато. Можно просто еще немножко накинуть и купить их на шлепку, который будет позволять
вам принимать тот же самый сигнал с Альдезира и записывать их вашим встроенным каким-нибудь DVR-рекордером в очках или внешнем. И на этом, в общем-то, как бы мы получим тот же самый функционал, при этом более удобный. Вы можете подключить его к очкам и летать на Альдезира. По мониторчику, естественно, вы летать не будете, если вы не любитель мавиков. Ну и в целом, вот подводя свой итог, купил бы я его еще раз? Наверное, нет. Стоит ли он своих денег? Наверное, нет. Сам по себе девайс интересный, сам по себе девайс прикольный, но мне кажется, его цена все-таки перевешивает все его достоинства. В одном из ближайших видео я собираюсь сделать обзор на более бюджетное и более народное устройство. Это новая зарядка T6 от Hotte, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Но на этом моменте я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем буду рад, всем счастливо и всем до новых встреч.